Привет, друзья, с вами Акер Механик. Многие из вас в комментариях спрашивают, автомобиль с каким мотором выбрать на вторичном рынке. Сейчас на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются автомобили стоимостью где-то от 300 до 700 тысяч рублей. В большинстве случаев это обычные, не хочу никого обидеть, скучные машины. Но есть среди них в поиске очень интересные автомобили, которые обращают на себя внимание. Это бизнес-класс, импозантные и очень интересные автомобили, которые поражают вас и завлекают своей мощностью, своей роскошью. Так почему же они так дешевы и стоит ли их покупать? Давайте сегодня разберем. Сегодня топ-5 автомобилей, которые я бы ни в коем случае не стал бы покупать на последние деньги. Поехали! Итак, друзья, на пятом месте из моего списка я поставил автомобиль концерна Volkswagen AG, автомобиль Audi S6 4.2 V8 A6 C5. На первый взгляд, такой полноприводный Audi S6 не так уж и плох. Тем более, что его мотор 4.2, 340 лошадиных сил, V8, один, в принципе, из самых надежных двигателей. И вообще качество, в принципе, A6C5 довольно-таки неплохое. Но на сегодня этих быстрых Audi, именно S6, в хорошем состоянии, так сказать, неусосанном практически не осталось. Как только коробка этого автомобиля начинает подавать признаки скорой кончины, владелец старается от нее побыстрее избавиться. Чтобы привести в нормальное состояние ушатанный такой автомобиль, который можно купить 400-600 тысяч рублей, а то и 300, нужно либо быть топ-блогером с миллионом подписчиков и миллионами просмотра, либо спонсора, который даст вам средства на восстановление и поддержание технического состояния этого автомобиля. Двигатель требует регулярного городостоящего обслуживания на этом автомобиле. Это раз, это одни из главных затрат. А второе, что затраты на топливо у этого агрегата одна из главных статей расходов. Так что будьте осторожны. Итак, четвертое место. На четвертое место я поставил американскую баржу Chrysler 300C. Именно 300C, которая построена на базе Mercedes E-класса V210 и в принципе выглядит даже на сегодняшний момент достаточно привлекательно. Многим нравится обилие хрома, кожи, закос под дорогие материалы, имитация дерева внутри. Конечно, можно сказать определенно, это неплохая альтернатива в принципе любому большому седану. Не менее в принципе интересен и кузов универсал, в котором выпускался данный агрегат. Внутри Chrysler 300C места достаточно много, и большинство экземпляров имеют богатое оснащение по американским меркам. Но вот с оборудованием возникает очень много вопросов у этого автомобиля, особенно первые года производства. Ходовые качества у этой баржи отвратительные, в отличие от Мерседеса. Тормозов у него нет. А чтобы его сдвигать с места, нужно возить за собой отдельную цистерну с горючим. Да, ставится туда 8-цилиндровый 5.7 Hemi. Это топливожор реальный. 6-цилиндровый бензиновый агрегат – это настоящий кошмар. Особенно после переоборудования его под газ. Ставились на него такие двигателя, как и дизель 3.0 CRD, да, но он может быть и меньше проблем у этого мотора, но у него очень дорогое обслуживание в сервисе. Просят за этот Chrysler ни много ни мало, в зависимости от состояния, от 300 до 850 тысяч рублей. Так что будьте аккуратны. На третьем месте у нас необычный автомобиль от японского производителя Mazda. Модель RX-8. В чем главный нюанс этого автомобиля? Это его двигатель Ванкеля, роторный. Концепция двигателя Ванкеля, внутри вращающийся ротор, это уникальная, в принципе, концепция, которая, вернее, я скажу так, Mazda – это единственный производитель, который держится и держался за эту технологию, идею руками и ногами, скребся зубами и ногтями.
Вот это спортивное купе RX-8 в принципе имеет оригинальный дизайн, неплохо едет, управляется, неплохой у нее характер. Что с мотором? Этот вот двухкамерный ванкель по своей конструкции имеет объем всего 1,3 литра, а выдавал 231 лошадиную силу. Но, к сожалению, он очень недолговечен. За счет чего работает этот мотор, что у него внутри, между трущимися деталями, очень высокое давление. И в связи с этим это не добавляет долговечности данному мотору. И он страдает от внутриблочного перегрева. Из-за этого, очень редко мотор выхаживает даже, наверное, 80 тысяч километров. Я знаю людей, которые на гарантийном сроке до 40 тысяч попадали на капитальный ремонт данного агрегата. Стоимость контрактного двигателя такого можно купить там до 100 тысяч рублей в рабочем состоянии. А новый двигатель стоит, наверное, можно купить 2 таких автомобиля за эти деньги. За 1 миллион. Симптомы грядущего ремонта у него достаточно простые. Затрудненный пуск, однажды вы можете просто не завестись. Просто степень сжатия падает двигателя, поэтому затрудненный пуск. В остальном, в принципе, Mazda RX-8 неплохой автомобиль за эти деньги. Если у него еще живой мотор, средняя рыночная стоимость Mazda RX-8 составляет от плохого от 300 до 800 тысяч рублей. Будьте аккуратны. На второе место я поставил роскошный Range Rover Vogue 4.4 V8. Вообще Range Rover предыдущих поколений. Это был, он в принципе и остался, всегда был на вершине иерархии люксовых SUV. Этакий Mercedes S-класса, но в разделе внедорожники, который не теряет своих свойств в принципе в средних полевых условиях. Хороший уровень комфорта, социальный престиж, даже в старом виде, если в хорошем состоянии. Главное преимущество его до 2006 года, что применялся 8-цилиндровый двигатель BMW М62 Б44. В принципе, неплохой мотор, недорогой сервис и гораздо надежнее, кстати, предыдущего мотора от BMW N62. Но Range Rover – это Range Rover. На содержание Range Rover требуются огромные средства. Мотор, ладно, упустим, не имеет большого значения. Главное избегать дизельных версий тех годов. Бензиновые 8-цилиндровики, в принципе, относительно достаточно прочные. Но главная проблема всегда этого производителя была электроника. У электроника Range Rover, Land Rover жила, особенно тех годов, автомобилей своей жизнью. С возрастом у этих автомобилей страдает пневмоподвеска. Вот многие, кто ездил или покупал старый Range Rover, знают, чтобы привести старый Range Rover в чувство, зачастую ремонт этих автомобилей граничит с экспериментом. То есть, если вы, опять же, не миллионный видеоблогер и вам просто некуда девать деньги, этот эксперимент, кстати, может быть не всегда удачный. Для регулярных поездок в сервис лучшего автомобиля, наверное, не найти. Сегодня Range Rover тех годов с бензиновым V8 можно приобрести от 400 до 1 миллиона рублей. Так что, если вы хотите себе купить дорогую игрушку, на которой можно проезжать в год от силы 2-5 тысяч километров, тогда да, для регулярных поездок этот автомобиль я бы не рекомендовал. Он привлекает небольшой ценой, но Volkswagen Touareg с двигателем 5.0 TDI V10 ни в коем случае не покупайте на последние и вообще ни на какие деньги. Большой внедорожник с самым мощным турбодизелем, когда-либо бывшим у компании Volkswagen, это попытка ответа всем элитным производителям полноразмерных люксовых кроссоверов. Но, к сожалению, это один из самых проблемных моторов. Два отдельных блока управления двигателем, как правило, плохо с собой синхронизуют. Проблемы с насос-форсунками у этого мотора. Перегрев задних цилиндров, трещины в головке блока, осыпание стенок цилиндров. Даже если вы найдете
с дефитокой хорошей двигателя, хорошо сохранившийся экземпляр, все равно обслуживание этого мотора в первую очередь, они требуют очень дорогого и постоянного сервиса. Там 313 лошадиных сил и 750 крутящего момента. И если, не дай бог, его еще чиповали, то это вносит немалый вклад в разрушение данного автомобиля и данного мотора в первую очередь. Там, как правило, накрывается трансмиссия, раздатки, дифференциалы, карданные валы, если на них наваливали. Стоимость этого дизельного монстра сейчас может составлять от скромных 350, ну в хорошем экземпляре можно там и до 1,5 миллиона добраться, но вот средняя цена 600-700 тысяч рублей абсолютно ничего не говорит, что этот автомобиль нужно покупать. Ну и напоследок, что вам хочу сказать, ребят. За 300-600-700 тысяч рублей можно купить достаточно надежный и практичный автомобиль малолитражный с приличным двигателем, на который вы можете беспроблемно ездить и не знать никаких проблем. А можно приобрести очень веселый автомобиль из моего списка. И тогда вы получите всю полноту ощущений от того, что вы владеете данным агрегатом и рискнули и угадали. А может быть, что скорее всего и нет. По крайней мере, пару недель владения вы будете радоваться, пока у вас не выскочит чек-инжин. Ну вот и на сегодня все. С вами был канал Акер Механик и я, Алексей. Кому нравится это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, друзья. Всем спасибо и до скорых встреч.